Сейчас самая главная мысль на криптовалютном рынке — это то, что мы летим обновлять хай. Каждый канал, любой там Discord-сервер, любой Telegram-канал, любой Twitter, да, как в данном случае, говорит о том, что все, мы летим на Луну. Волновики перерисовали свои волны, и мы летим в небо, и сейчас волна 5 в третьей, и потом будет только какое-то накопление. Там, я не знаю, по Фибоначчи уже прогнозируется невероятнейший рост после какого-то замечательного ретеста. Что же по этому поводу думаю я? Помимо наших утренних разборов, естественно, будет выпускаться периодически, пока точно не знаю, скорее всего, это будет выпускаться в том формате, когда я понимаю, что происходит какая-то манипуляция, и перед этой манипуляцией, возможно, во время этой манипуляции будет выходить разбор. В продолжение сегодняшнего утреннего разбора и для тех, кто там не был, расскажу следующее. То есть по криптовалюте решил, что буду проводить разбор по часовому таймфрейму, поскольку он немного медленнее, чем 15 минут. На 15-минутке происходят манипуляции намного быстрее, чем они происходят на крипте, поэтому все точки входа будут рассчитываться с часового таймфрейма. Для начала расскажу про то, как примерно я буду анализировать график, да, и это будет как раз ответом для многих ребят, которые смотрят мой канал, что для себя я считаю манипуляцией. Сегодня правильно на утреннем разборе заметили, что манипуляция — это является более психологический фактор. Его нельзя нарисовать паттерном, да, то есть, да, конечно, в моменте можно какие-нибудь себе придумать каракули и обозвать это паттерном, но если вы не хотите понять логику расстройства, логику вот этой вот психологического обмана, то, скорее всего, никакой паттерн вас не спасет. На данном этапе у нас происходил, для того, чтобы я непосредственно анализировал сам график биткоина, я пришел к следующему пониманию. Мне нужно увидеть какое-то разочарование. То есть запутывание, когда нам говорит рынок «поехали вверх», поехали вниз, а по итогу, у нас там, мы уже 10 раз и шорт, и лонг открывали, и запутались досконально. Вот вам яркий пример, когда мы резко рванули вверх и получили небольшой откат. Относительно, конечно, он, сколько здесь процентов у нас получилось, да, 5% мы упали вниз, относительно, он большой откат, да, но после этого рванули резко вверх, и каждый будет говорить: «Господи, это же лонг, мы дальше лонгуем», после чего резко всех наказывает. И вот здесь вот в этом разочаровании, да, вот это и есть разочарование, когда люди будут думать: «Господи, да нет». На самом деле я, по-моему, тогда и сам думал в эти дни, если я... Да, по-моему, думал, да, по поводу того, что биткоин и будет дальше уже в коррекции, начинается все. Но плавно рынок поднимается выше. То есть вот это и есть то самое запутывание, когда рынок говорит: «Все, ребят, мы поехали сейчас вверх», и потом резко делает что-то не то. Второй пример на биткоине, он более... Хотя нет, на самом деле он никакой не локальный, это более глобальный, более глобальное движение, это вот эта вот зона. Очень многие ребята там на 4 часах, можете придумать, повспоминать сколько хотите, там, я не знаю, даже самое простое — это канал Cryptology. Очень, кстати, уважаю этих ребят, потому что дают очень качественное понимание того, чего они делают человеческим языком. Поэтому к ним отношусь с уважением, хотя иногда и использую их непосредственно сигналы, да, если это можно назвать, в качестве чужих стопов. Как было и здесь. То есть в основном понятно, что там набирали спот, да, то есть набирали спот. Я до конца не понимаю, куда там Константин условно ставит свои стопы, но это уже на их совести. В данной зоне плюс-минус планировался набираться спот, и я понимаю, что эту зону видит большая часть людей. При этом мы вроде бы ударились, но были ли люди здесь разочарованы? Конечно же нет. Рынок просто взял и улетел дальше в небо. Вот это и будет тем самым разочарованием, когда вроде бы мы рванули в небо, а потом резко упали вниз. И что будут делать люди? Обычные люди, неподготовленные трейдеры? Конечно же, это шорт, это 100% шорт, поэтому мы валимся вниз. По итогу рынок делает эти манипуляции и улетает вверх. Что происходит вот здесь? Да? Что происходит вот здесь? Технически здесь похожая история. У нас был, допустим, не знаю, я сейчас придумаю, не помню, что здесь, если честно, смотрели другие люди, условно какой-то канал, да, условно какой-то параллельный канал, тут вверх, вниз, влево, вправо, вообще по барабану, как я его нарисую, и мы видим с вами
резкий импульс вверх. Ну, технически, сам этот импульс вверх как раз и есть само разочарование, после которого мы его пробиваем, да, плюс мы пробиваем там по смарт-мани, внутреннюю структуру, и все, мы тут улетаем в небо. И самое интересное, люди собираются вот здесь вот ждать обновления всех хаев. Мы на рынке не должны забирать все. Мы на рынке должны забрать что-то. Мы забрали это что-то. Вот мы достаточно забрали несколько хаев. Поэтому мы спокойно развернулись, получили манипуляцию, обновили данный хай, получили, по-моему, здесь с одним пересвипом, да, все верно, получили пересвип и улетели вниз. По итогу что? Многие товарищи, которые торгуют там расширяющийся этот треугольник, либо прямоугольник, вообще неважно, как мы назовем, получают на ретестах точки входа, и что делает рынок? Там стоп-1, стоп-2 и улетает резко вниз. Чем является вот это движение резко вниз? Как раз тем самым разочарованием, когда многие подумают, психологически скажут, что, слушай, наверное, это будет шорт. Наверное, будет шорт. И именно тогда, когда многие подумают, что это будет шорт, рынок, скорее всего, захочет развернуться. То есть именно с такой точки зрения буду плюс-минус анализировать график. Если хотите об этом более подробно, я про это периодически делюсь на утренних разборах. Ну, потому что рассказываю про все свои точки входа, которые я совершал в предыдущий день. Что же касается текущей ситуации. По часовому таймфрейму мы сейчас находимся непосредственно в восходящем движении. В этом восходящем движении у меня есть внутренняя структура, и в этой внутренней структуре есть своя внутренняя структура. Для начала нужно разрисовать зоны интереса. Здесь у нас будет IDM. Кстати, нет, я этот треугольник оставлю. Мы к нему еще сейчас через пару минут вернемся. Здесь у меня будет IDM. Здесь, единственное, это 15 минут, а мне бы на часе. Угу. Дальше у меня есть ордер-блок. Так, и мы сделаем границу чуть-чуть потемнее. Это будет мой ордер-блок, IDM ордер-блок. Так, и мне нужен экстремальный ордер-блок. Экстремальный, он будет вот здесь. Соответственно, вот такие вот у меня зоны. К нему еще нужна экстремальная ликвидность. То есть локально это будут те зоны, в которых нужно, либо фиксироваться, либо наблюдать другие какие-нибудь этапы условно разочарования, да, то есть задавать себе вопросы, куда думает толпа, обманули ли мы толпу. Что же касается вот этого движения? Вот это движение как раз и есть, если вернемся к головам и плечам, то есть как раз вдохновляющее движение на супер большой лонг. В данном случае то, что я рассказываю, является моим предположением. Это не является каким-то, знаете, финальным паттерном. То есть, например, в паттерне голова и плечи есть стопроцентное понимание, что пробив уровень шеи, мы пойдем от лоя до хая на там вот такой вот уровень. То есть это как минимум там 75 тысяч. Да? В данном случае мы плюс-минус на полпути. Понятно, что, скорее всего, вот в этой зоне мало кто набирал. Сейчас основной набор идет здесь. И именно сейчас нужно показывать какие-то этапы для того, чтобы потенциально разочаровывать людей. То есть локально мы получили вот это вот снижение, это и есть как раз первоначальный набор позиций. К сожалению, в том разборе, который не записался, вы его можете посмотреть по ссылке в Телеграм-канале, я как раз и говорил, что буду искать позиции на снижение в лонг. К сожалению, самой позиции я не получил, потому что, не было обновления вот этой вот свечи, а в этой каше-малаше, хотя позиция на самом деле была где-то взята вот здесь, а в этой каше-малаше, к сожалению, не хотелось держать стоп, который плюс-минус потенциально выглядел уже убыточным. Соответственно, дождался просто манипуляции сверху, и если смотрели утренний разбор, если нет, посмотрите, рассказывал про вот эту вот мою позицию. А где моя делась позиция? Позиция, вот про эту позицию. То есть, соответственно, я хотел после обновления вот этой свечи увидеть ее перехай. Почему именно перехай? Потому что здесь у нас пробой EFC свечи. Да, то есть мы это получили, и вчера была собрана позиция на 7R. Супер, замечательно, позиция зафиксирована, и как раз мы технически сейчас вернулись в эту зону. Соответственно, это был план на вчера, он полностью отработал. Сейчас я должен себе задать вопрос, а достаточно ли манипуляций для того, чтобы, достаточно ли разочарования для того, чтобы мы пошли вниз? Смотрите, для этого мне нужно, конечно, посмотреть локально на график. Я понимаю, что глобально в этой зоне у меня есть реакция непосредственно там в СМТ-блок, да, потому что все, что вне внутренней структуры, является СМТ-блоком. При этом я понимаю, что мы собрали достаточно ликвидности, поэтому я для
себя могу разрешить здесь остаться, точнее, допустить не пересвип этого блока. При этом, как я и говорил на предыдущем разборе, я бы хотел увидеть реакцию от вот этого вот уточненного SMT-блока. И на самом деле, если мы придем еще один раз сюда, хотелось бы обязательно уже его пересвип, потому что просто при обновлении этого хая точки входа на самом деле особо не будет. При этом я должен рассмотреть локальную ситуацию. Локальную ситуацию я посмотрю уже на 15 минутах. Дополнительно просто для себя разрисую внутреннюю структуру. По ней у меня здесь есть SMT-блок, есть IDM и есть экстремальный блок. Мы сейчас пришли в экстремальный блок. При этом мне нужно посмотреть на характер вот этих движений. Я для себя понимаю, что у нас здесь были несколько этапов стопов, и нужно какое-то разочарование. Где же его взять? Да? Соответственно, вроде бы с утра казалось, что непосредственно вот это движение, которое у нас идет вот здесь вот вверх, оно будет непосредственно у нас разочарованием, но, к сожалению, это не произошло. Сейчас я хочу увидеть, наверное, все-таки обновление вот этих свечей, потому что вот эта вот свеча, она мне, не нравится. Это просто обычная доджи, которую практически всегда мы просто берем и пересвипываем. Соответственно, текущий план по локальной структуре обновления вот этих хаев, если все-таки импульс, импульс — это вещь неконтролируемая, да, вы не можете сказать, когда он закончится. Локально хочу увидеть манипуляцию. Если будет хороший большой импульс, свип, пересвип. При этом я понимаю головой, что если мы войдем в эту зону, мы, получается, входим в зону SMT-блока, захочется здесь увидеть уже свип-пересвип непосредственно вот этой зоны. То есть, скажем так, с шортами нужно сейчас быть осторожным, но понимать, что общая вроде бы направленность должна быть шортовой. Вопрос. Почему? Потому что в моем понимании я не вижу здесь разочарования. Здесь, наоборот, толпа вся хочет, она орет, она кричит: ребята, летим в лонг, летим, все здесь, все замечательно. Посмотрите, какие огромные треугольники, стрелы, да, то есть все, летим безоткатно и никаких, это, правда, 15 минутка, да? Нет, это не 15, это 30 минутка, все правильно, да, это смутил меня немножко график. Вот, соответственно, просто летим вверх, забираем все. Здесь волны Эллиота, все летит в небо, да, то есть все хочет пойти выше. Поэтому хотелось бы здесь увидеть разочарование. Возможно, еще один сценарий через локальную манипуляцию вниз, вверх, вниз, да. Сейчас думал, что я хочу открыть, я открыл позицию вот здесь шорт, но сейчас понимаю, вот этот откат мне немного... на этой свече была открыта позиция 700 с копейками. Так, сейчас покажу, но вот только что ее закрыл с телефона. Да, вот здесь вот на откате к этой свече, к сожалению, закрыл позицию, потому что, если бы мы... То есть вот эта свеча довольно красиво пошла вниз, маркетом прожал, даже, честно, не смотрел на минутку, но сейчас позиция закрылась по безубытку, да, то есть я руками ее специально закрыл по безубытку, потому что понимаю, что немножко пока нездоровый откат. И видим по минутке как раз есть импульсное хорошее движение, поэтому эта позиция пока отменена. Даже если отсюда пойдем вниз, переживу, ничего страшного, вчера заработал 7R, да, вот эта позиция. Что по итогу? Если все подытожить, хочу рассмотреть следующие варианты позиций. Либо импульсное движение вверх, которое подпитает лонговое настроение, да, но при этом, понимаете, тут еще есть такой вопрос, было ли разочарование в шорт? То есть, возможно, как раз то место, где я закрылся, и было хорошей позицией в шорт для того, чтобы мы подпитали товарищей, которые, во-первых, хотят шортить, а во-вторых, заставили немножко запариться ребят, которые хотят лонговать, да, то есть и после вот этого движения, чего-нибудь типа зигзагообразного, вот такого вот формата, пойти ниже, да, конечно, тут уже можно даже и вот так обновлять, даже просто обновить вот этот хай. В общем, вот такой вот план по биткоину. Также хочу рассмотреть две монетки, одна, которую я почему-то сам захотел посмотреть, а вторая из предыдущего разбора. К сожалению, сильно много голосов за одну и ту же монетку не было. В следующий раз я разберу монеты следующим образом. Вы будете писать монеты, те монеты, которые большее количество я увижу, да, то есть, условно там сяду, подсчитаю перед разбором, какое количество монет вы написали, да, там, допустим, DOT написали 5 раз. Я добавлю несколько из них в
Telegram, где мы проголосуем, что мы выберем, и уже тогда будет выбираться. Либо в дополнение то, что мне еще дополнительно самому понравится. Что касается монетки DOT. Смотрите, никакого фундаментала, никаких новостей, ничего я здесь разбирать не буду. Мне это не интересно, мне это не нужно. Моя задача сейчас просто посмотреть, что нам показывает рынок с точки зрения манипуляций. Этого мне для торговли моей достаточно. Моя задача быстренько войти, быстренько выйти. У меня нет задачи там сидеть на рынке 3 года, да, и с утра до вечера сидеть за компьютером, смотреть свои позиции. Моя задача просто зашел, просто быстро посмотрел и получил прибыль и вышел. Так, DOT. Что мы видим? Мы видим, что мы вышли все-таки из зоны накопления, да, довольно неплохо вышли вверх, и локально мы получаем какую-то коррекцию с довольно, какое-то импульсное движение с довольно неплохой коррекцией. При этом коррекция у нас идет, скажем так, без того же разочарования, то есть хотелось бы здесь немножечко еще прогнуться вниз, да, если сравнивать с тем же, допустим, эфириумом, да, у нас хотя бы были какие-то более такие серьезные импульсные свечи вниз. По доту, ну да, типа свеча, типа можно сказать, была, но относительно того, что было на эфириуме, этого не видно. При этом я понимаю, что мы собираем по дневке ликвидность снизу, тренд у нас нисходящий, и у нас из-за того, что тренд нисходящий, был свип-пересвип на нисходящем движении, что говорит нам за шортовую предвзятость, да, то есть технически пока дневка выглядит шортовой. Какие возможные цели у нас по дневке? Ну, первоначально здесь был IDM на одном дне. Дальше у меня, давайте я точки еще тогда размечу на дневке. То есть технически у меня есть верхняя точка, есть нижняя точка. Дальше моя задача найти хотя бы какой-нибудь ордер-блок, если он вдруг появится здесь. Технически для себя никакого нормального блока не вижу. Все, что здесь есть, для меня это будет являться SMT-блоком. Соответственно, в данном случае ближайшей ликвидностью будет у меня вот эта вот зона, которой мы, ну, как бы технически мы ее тестируем. Если мы тестируем данную зону, значит, возможно, мы ее и пробьем. То есть локально это для меня выглядит на продолжение нисходящего движения. То есть это просто предвзятость по дневке. Самой точкой входа у меня будет, для того, чтобы я рассматривал точку входа, у меня будет дневной таймфрейм и дневная предвзятость. Итак, здесь у меня есть по моей структуре на 15 часах, есть у меня вот здесь вот точно лой, потому что здесь было EDM. Дальше я здесь пробиваюсь, и вот это у меня будет точка здесь. Все, что касается вот этого движения, это будет внутренней структурой. Если помните с утренних разборов, разрисовываю внутреннюю структуру вот таким вот образом. Есть у меня здесь IDM, есть у меня восходящее движение, обновление. Так, вот здесь вот проверяю более точно. Так, здесь, получается, мы не забрали, поэтому верхняя точка у меня будет вот тут. Вот тут. И поехали разрисовывать зоны интереса. Здесь у меня есть IDM. Так. Есть у меня экстремальный блок. Точнее, извиняюсь, есть у меня IDM блок, не экстремальный. И у меня есть экстремальный блок. Соответственно, вот мои зоны, в которых можно будет наблюдать локальную реакцию. Что я вижу в общем по графику? Если у меня здесь какой-нибудь предвзятость текущая в лонг, либо в шорт, да, то есть локально что хочу здесь видеть. Локально меня сейчас интересует текущая манипуляция. Мне очень сильно нравится вот этот вот резкий закол, и после такого резкого закола нужно задать себе вопрос, куда бы мы хотели здесь пойти. Ну, на самом деле, это вчерашний, получается, Нью-Йорк. Здесь мы закололись выше. Давайте гляну, как это выглядит на 15 минутах. Тот же блок, тоже откат. Ну, если быть честным, здесь это все выглядит на обновление текущего хая для того, чтобы пойти ниже. Будет очень интересно даже с точки зрения тех же 15 минут, на самом деле. Более локальная картина показывает себя, да, то есть даже где-то в этом районе получить лонговую позицию. То есть есть у меня вот здесь вот блок, есть у меня вот здесь вот SMT-блок. Возможно, в одной из этих зон я бы хотел увидеть цену. Даже, знаете, как я даже выделю вот так, для того, чтобы вот здесь вот увидеть какую-нибудь реакцию, либо коснуться его и пойти выше. Цели локальные на обновление хая Лондона, либо на обновление хая Нью-Йорка.
При этом я понимаю, что если мы, чем глубже упадем, тем сильнее вырастем. Говорить про то, что с текущих я бы очень сильно хотел увидеть шорт, я понимаю, что предвзятость шортовая, да, но пока текущие точки входа в шорт мне не хватает. Мне нужно что-то еще. Мне нужно какое-то более импульсное движение для того, чтобы сказать, что, все-таки мы всех обманули. Технически я сейчас этого не вижу. Еще одну монетку посмотрим. Это будет Aptos. Что касается Aptos, очень интересно выглядит Aptos на дневке. То есть мы локально подошли к предыдущему хаю, но мы его не обновили. Технически с этой точки зрения меня должно интересовать, а как же мы вот здесь двигаемся. На самом деле мы двигаемся просто аккуратно возрастающе. Я не вижу здесь никакого, скажем так, разочарования, никаких всплесков, кроме вот этих двух свечей. О чем говорят эти свечи? Эти свечи говорят о том, что, возможно, мы сейчас получим дополнительную коррекцию, да, то есть мы с вами рисуем что-то в формате восходящего клина, и этот восходящий клин как раз сейчас, пробивается, да, то есть это один из этапов разочарования, который может, для меня лично, как с точки зрения рассмотрения ликвидности, как один этап из разочарования, который говорил в моменте: срочно покупай, мы теперь летим в небеса еще там до 20 долларов и так далее. Для меня же это говорит о том, что, возможно, мы сейчас с вами сделаем какой-то закол снизу. Поэтому дневная ликвидность для меня по данному инструменту показывает, что все-таки хочется заколоть его снизу. Так, мне нужно найти хотя бы. Так, кстати, IDM будет здесь. То есть технически структура по дневному таймфрейму мне ничем не поможет. То есть хотелось бы увидеть откат ниже куда? Либо вот к этому блоку. На самом деле пока к этому блоку этого будет предостаточно. Что же касается структуры на часовом таймфрейме. На часовом таймфрейме у меня получается вот здесь вот так. Вот здесь вот будет верхняя точка. Вот здесь нижняя. Так, здесь мы делаем... мы здесь сделали полнотелый пробой, поэтому здесь у меня еще одна точка. Так, здесь у меня будет нижняя. И только здесь, после хорошего, красивого ускорения, мы получили точку вверх. То есть, смотрите, пока это выглядит довольно интересно. Так, у меня здесь есть. Так. Кстати, на самом деле, я вот сейчас подумал, я понимаю, что все-таки даже по тому же доту, возможно, нам уже и нет смысла возвращаться вверх. То есть сейчас можно просто продолжать нисходящее движение. Как это выглядит на биткоине? Биткоин пока стоит. То есть, смотрите, из-за того, что мы вот здесь вот резко рванули, да, вот это, на доте, к сожалению, это было не ярко, не настолько ярко выражено, как по Aptos, да, то есть более ускоренный темп. Нам не нужно здесь очень глубоко возвращаться. Нам нужно собирать ближайшую ликвидность. Ближайшая ликвидность для нас будет IDM. То, что мы здесь и сделали. Конечно, на доте смущает очень сильно вот эта вот свеча. Такой свечи на Aptos нет, поэтому здесь график кажется немного чище. При этом мне очень нравится то, что мы на Aptos коснулись вот этого блока и получили реакции. То есть технически вот это вот движение сейчас вниз как раз и может подсказать нам, во-первых, это будет локальное движение ниже, да, это будет наш ордер-блок, и локально это движение мне сейчас показывает о том, что вот это вот может быть хорошим, красивым, нисходящим импульсом. Так, как это выглядит вообще на минутке? На минутке это тоже выглядит довольно неплохо, да, на самом деле довольно неплохо для продолжения нисходящего движения. Соответственно, если мы пробиваемся вот здесь снизу, можно будет через манипуляции sweep-receive поискать восходящую точку входа в лонг для локального отскока. Локального — это куда-нибудь, плюс-минус в эти зоны. Но напомню, моя задача, даже если я понимаю, что есть локальное какое-то движение, входить недалеко. Задача входить близко. То есть я быстренько вошел, получил свои 5, 6, 7 R и счастливый, довольный, закрыл позицию. Забыл. У меня нет цели забирать даже вот здесь вот тот же лой, да, хотя локально мы пришли, его и забрали. Моя задача просто быстро войти в позицию, быстро получить свою довольно неплохую прибыль и счастливым, довольным пойти ниже. При этом обновление данного лоя как раз очень неплохо нам говорит о том, что вкладывается в нашу концепцию непосредственно того, что будет обновление непосредственно трендовой линии. Вот такого вот формата сейчас настроение по нашим монеткам Aptos, Dota и Bitcoin. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо, всем пока.